Я играю в Dokkan Battle уже более 7 лет, и вот что я бы хотел добавить в эту игру. Всем здорово, народ, меня зовут Марк, а это у нас Dokkan Battle, игра, в которую я играю уже более 7 лет, и есть некоторые вещи, которые я хотел бы добавить в эту игру. Сегодня я вам расскажу, по моему личному субъективному мнению, какую бы механику, фичу или карту я бы хотел добавить в эту игру. Всего их будет 5 штук. А пока ты прожимаешь лайк и комментарий, напомню о том, что я дипломированный магистр по разработке видеоигр в области геймдизайна. Погнали смотреть идеи. Как я уже сказал, я играл в игру более 7 лет, у меня 932 ранг, я никогда его не покупал, ничего, какой аккаунт там я не делал, но проблема, с которой я сталкиваюсь, это огромное количество ненужных копий, бесполезных на моем аккаунте, которых мне не хочется ни продавать, ни обменивать на что-либо еще. Возьмем, к примеру, Кейл Берсерка физик супер версия, она у меня на 100% вкачана, у нее 15 уровень суператаки, 100% потенциал. Линк единственное не прокачал, но не в этом проблема. Проблема заключается в копиях. Данная карточка у нас вышла на японской версии 18 марта 2018 года и 15 мая в 2018 году. Позже она получила Езу, это дополнительная прокачка карточки, то есть более улучшенная версия. И данная версия уже на сегодняшний день не является мощной. То есть она получила свою Езу в 2020 году, и на сегодняшний день она просто неиграбельна, ибо слабая даже по сравнению с нововышедшими карточками. Но проблема, с которой я сталкиваюсь, совершенно другого рода. Это ее количество копий, которое у меня на сегодняшний день имеется. Как вы можете видеть, у меня есть одна Кейл обычная UR-версия, и также у меня есть еще 3 ее копии. Что мне с ними делать? Качать их снова, чтобы получить ее вот эту вот версию на 100%, или сделать вот эту вот версию на 100%, мне не сильно хочется. И я подумал, что самым лучшим решением будет это иметь дополнительную 5-ю ветку вот тут вот в потенциале внизу. Как вы видите, вот так вот у нас обычно выглядит ветка потенциала, но если вот так вот чуть-чуть опустить, вправо-влево у нас особо ничего много мест нету, но внизу у нас отличное окошко для потенциальной веточки, так сказать, 5-й веточки. У нас просто здесь раз, два, три, 4, так сказать, ветки потенциала, а звездочек, звезда, олицетворяющая, так сказать, потенциал персонажа, имеет 5 граней, не 4. Логичнее всего было бы использовать вот это вот место вот тут вот и, так сказать, использовать очередную копию персонажа для прокачки в данном месте потенциал. Я думаю, это было бы логично. И все, что вы видели на презентации, которые я сделал, примерной презентации, цифры и вещи, которые вы там видите, это просто наглядный, скажем так, пример использования данной области. То, что я предлагаю, это новый support memory, который увеличит нам шансы прокачки линков за счет использования всех типов пленочек. Проблема заключается в том, что у меня очень много пленок, которые я не использую, потому что, ну, нету соответствующих, так сказать, команды. Одни активируются под определенными условиями, под определенными категориями, другие сюда сильно не подходят. Допустим, трики я очень редкостно использую, буст получения трики. Вот этот вот я тоже не вижу смысла использовать, поскольку есть его версия абсолютно такая же, но подешевле, так сказать. Зачем мне использовать 120 синих, когда я могу использовать 70 красных пленочек с таким же шансом дропа. Вот и я подумал, что будет полезнее, чтобы заюзать еще и другие пленочки, использовать вот такую вот support memory, которая мало того, что нам будет позволять увеличивать шанс прокачки, так еще и улучшит наши карточки. И тем самым заставит нас тратить больше support memory. Why not?
Вот такой вот концептик я придумал. Проблема заключается в том, что это игра по драконьему жемчугу. В манге его достаточно частенько используют, но, к сожалению, в этой игре это достаточно проблематично. То есть, если вы прошли story мода, то вы, может быть, уже пару раз запускали Shenron, конкретно обычного. У нас есть еще Парунга, но Парунга запускался только при условии каких-то определенных ивентов. То есть, в свободном от ивентов времени вы не можете его никак вызвать. А он исполнял целых 3 желания. Но на сегодняшний день конкретно для меня вот эта вот область вообще никак не используется. И уже давно, и она просто проседает. И я подумал, а почему бы не использовать те же самые сферы, которые мы используем в бою, для того, чтобы дать нам, скажем так, шансик улучшить или облегчить нам задачу прохождения каких-нибудь ивентов, которые, кстати, тоже можно было бы сделать сложнее. Все это я говорю к тому, что типа это же игра про Dragon Ball. Дайте нам использовать драконьи жемчуга и видеть Shenron куда чаще, чем просто в квест-модах или в ожидании каких-то ивентов. Тем более, что этих ивентов даже на годовщине практически нету. За последние, кажется, 2 или 3 года мы так и не увидели ни Парунгу, ни Shenron. И данная кнопочка просто мертва. Вот сюда я не заходил уже, наверное, года 4 точно. Следующая идея меня вдохновила сцена из Dragon Ball, когда Гоку сражался против Маджин Бу Кида. А именно момент, когда Денде загадал последнее желание у Парунги, восстановив силы Супер Саяну Гоку, чтобы тот смог победить Маджина Бу Кида. И примерно такое же влияние я хотел бы иметь здесь, в этой игре Dokkan Battle. Одна из основных проблем заключается в том, что саб-лидеры вы можете выбрать себе только из людей, которым подавали заявку, либо из тех, кто у вас уже является в друзьях. Но если у вас нету нужного вам персонажа, к сожалению, вам придется искать или переделывать вашу команду. Но меня не сильно это беспокоит, меня куда больше беспокоит влияние данного союзника на мою игру. Я бы хотел, чтобы он мог делать чего-то больше, чем просто бустить мою команду, использовать его карточку. Да, он может себе там иметь какой-то стопроцентный потенциал, да, у него может быть скилл-сфер, но я хочу чего-нибудь еще добавить, чтобы прям я чувствовал вот эту вот связь с союзником. И одно из таких решений вот такое. Вот мой профиль в Dokkan Battle, все, что здесь обозначается, я не буду вам рассказывать, но расскажу про уровень силы, который зависит от того, что мы делаем в игре, а именно за прокачку потенциала, за прокачку линков, за прохождение этапов и прокачку Dokkan Awaken ваших персонажей, вы увеличите себе уровень силы. Как только вы увеличиваете себе уровень силы, вы тем самым получаете разного рода бонусы в игре, которые облегчают или улучшают вам ее. И чтобы как-то больше замотивировать людей качать линки, повышать уровень силы, я бы предложил этой игре добавить вот сюда сбоку очередное окошко, как вот дружественная информация, чтобы игрок смог выбрать эффект, который будет активироваться под определенным условием во время сражения на каких-нибудь челлендж-ивентах. То есть, таким образом, помимо того, что мы можем выбрать какую-то карточку, которую мы будем предоставлять нашему, так сказать, союзнику, мы также можем еще ему предоставить дополнительную помощь под определенными условиями. И эти условия и то, что мы можем ему предложить, будет зависеть как раз-таки от уровня силы в нашей игре. Теперь давай представим ситуацию, в которой вы проходите сложный ивент, вы уже в конце, вам осталось нанести последнюю атаку, но вы более чем уверены, что вы сейчас проиграете, поскольку у вас мало жизней, у вас нету предметов, суппорт предметы тоже использованы, у вас осталась одна надежда только на вашу тиму, на ваши карточки. И вы не в самом лучшем положении, чтобы победить в данной ситуации. И тут срабатывает скрипт помощи вашего союзника, который активируется, и мы видим анимацию Денде, которая нам восстанавливает жизни, тем самым давая нам типа второй шанс, или я бы сказал это более правильнее, 5-й суппорт-предмет, восстанавливающий нам жизни и дающий нам возможность победить нашего противника. Или, допустим, ваш союзник мог бы предложить вам 5-й суппорт-предмет, всего один, который он лично не потеряет, но вы можете использовать, когда у вас все предметы закончатся во время вашей битвы. Последний самый предмет, который мог бы вам облегчить игру. Так или иначе, обе идеи мне безумно нравятся, и я больше хотел бы, чтобы игрок имел влияние во время моей битвы.
Данной идеей вдохновился с 5-й годовщины Legends Limited персонажем, а именно Гофриза. Эти ребята могли меняться один на другого, но большое отличие заключалось в том, что они имели разные типы. Гоку у нас был фиолетового типа, а Фриза было синего типа. И данная идея меня наталкивает на персонажей в Dokkan Battle, а конкретно на Гоку и Виджита, которые в данном случае могут поменяться, но независимо от того, кто там Гоку или Виджита, они всегда остаются интовского типа. Я бы хотел карточку, которая бы могла трансформироваться, используя активный скилл, либо в процессе битвы просто могла меняться с Гоку на Виджита или с Виджита на Гоку, но при этом каждый из них имел разные бы типы. Например, Гоку мог бы быть интовским, а и при смене на Виджиту тип менялся бы на эстиаровского. Что-то подобное у нас уже было с другими, так сказать, персонажами, а конкретно я говорю сейчас про вот этого ЛР. Виджита и Гоку. В данном случае у нас меняется тип с экстрима инта на супер инта. Но опять же остается интовский тип. Хотелось бы побольше вот подобного рода персонажей. У нас есть те, кто здесь меняются, но и, к сожалению, данного эффекта и данной механики они не имеют. Но это очень сильно мне напоминает ивент в 2021 году выпущенный, где нужно было сражаться со всеми богами разрушения во время турнира силы. И один из этих богов разрушения на втором уровне, это была Хелис. Она была единственным богом разрушения, которая могла каждый ход менять свой тип. То есть она начинала с AGL, потом она менялась на Take, потом была Int, потом STR и так далее и по кругу, короче. И это был очень интересный босс, и, к сожалению, такой босс единственный в своем типе. То есть у нас уже есть, так сказать, механика, где на каждом этапе, скажем так, босс меняет свой тип. Но у нас нету такого босса, а точнее Хелис является единственной, кто делает это на ходу, при этом оставаясь всего на одном этапе. Ну вот и все, это были все мои идеи, которые я придумал для данной игры. Дайте мне знать, насколько они хороши, ну а я вас оставлю с Виджитой, и мы увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи и пока!